Привет всем комрадам. У нас на дворе еще стоит зима, и до сезона металлокопа еще, наверное, месяц, 3 недели минимум. Тем не менее, мы продолжаем серию наших публикаций о местах, в которых копать запрещено. Наша прошлая публикация была о линиях электропередач, ссылка в верхнем правом углу. Позапрошлая публикация о железной дороге и охранных зонах железной дороги. Сегодня же мы с вами поговорим об охранных зонах газопроводов. Не-не, я знаю, что вы скажете. Ты втираешь мне какую-то дичь. Никто не будет копать землю в охранной зоне газопровода. А вот и нет, Ребзя. Нет. Еще как будет. А что, так можно было, что ли? Особенно в наше нелегкое время. Поэтому давайте разбираться с этим вопросом. Итак, типы газопроводов и их санитарно-защитные или охранные зоны. Первый тип газопровода – это магистральные газопроводы. Обычно они проводятся между крупными населенными пунктами, городами, областными центрами и так далее. Давление газа в трубе составляет свыше 1,2 мегапаскаля. Охранная зона такого газопровода варьируется в зависимости от конкретной местности и конкретного газопровода от 25 до 50 метров. Следующий тип газопровода – это газопровод высокого давления. Напор газа в трубе составляет для газопровода первой категории высокого давления первой категории более 0,6 и до 1,2 мегапаскаля. Охранная зона составляет 10 метров в каждую сторону. Для газопровода высокого давления второй категории напор в трубе от 0,3 до 0,6 мегапаскаль включительно. Охранная зона составляет 7 метров в каждую сторону. Следующая категория газопроводов – это газопровод среднего давления. Давление в трубе составляет от 0,3 до 0,5 до 0,3 мегапаскаль. А охранная зона, согласно строительным нормативам и правилам СНИП, такого газопровода составляет минимум 4 метра в каждую сторону от оси трубы. Следующая категория газопровода – это газопровод низкого давления. Давление в трубе составляет до 0,5 мегапаскаль, а охранная зона минимум 2 метра в каждую сторону. Газопровод обозначается вот примерно такой табличкой. Для удобства запоминания можете скачать себе вот такую табличку сводную охранных зон газопроводов. Гениально. А что у нас запрещено делать в охранной зоне газопровода? В частности, запрещены любые земельные работы. То есть металлокопом там заниматься точно нельзя. А также не допускается что-либо строить, недопустимо что-либо складировать или как-то по-другому загромождать санитарную зону газопровода, загораживать доступ для срочных работ в случае аварийной ситуации. Ответственность за такое нарушение охранной зоны, она зависит от последствий. Если в итоге пострадают люди или будет нанесен ущерб имуществу в крупном размере, то будет заведено уже уголовное дело. Ответственность может быть по итогу как в виде штрафа, так и в виде лишения свободы на определенный срок. Вот это поворот! Сейчас вы, наверное, спросите, Ребзя, а есть ли вообще что там копать в этих охранных зонах газопровода? И я вам скажу честно, есть, ребята, есть. Металл там бывает, не так его много, как в охранных зонах ЖД, но больше, чем в охранных зонах ЛЭД. Откуда я это знаю? А это секрет, ребята, и это я вам не скажу. Время сейчас такое, что говорить честно стало опасно. Сказал, сел в тюрьму. Впрочем, это уже совсем другая история. На этом я, наверное, свою серию о местах, запрещенных для копов, закончу. Если все-таки хотите, чтобы я продолжил и рассказал о других местах, где копать нельзя, отпишитесь в комментариях.
На этом я с вами, наверное, буду прощаться. Давайте, всем пока. Я побежал, а вам хорошего хабара и рассыпуху под катуху. Послушайте, это же бред. Ну ведь бред, послушайте. Что вы несете? Что вы такое сочиняете? Не могу понять. Ну бред же, ну бред.